Ну что, друзья, вот я и добрался до западного побережья, до Pacific Ocean. 6 месяцев, 6 штатов. Одна мечта, одна цель. Проехав тысячи километров от Атлантического океана в Нью-Джерси до Тихого океана в Вашингтоне, я не переставал думать о том, что же со мной произошло. Я оставил 20 лет работы в IT, хорошую зарплату, удобное жилье и привычный ритм жизни. Фактически американскую мечту. Для многих это звучит как безумие. Реакция людей была предсказуема, конечно. Кто-то говорил мне: ты что, с ума сошел? 40 лет отказаться от стабильности. И куда ты денешься без денег, без корпоративных плюшек, страховки и пенсии? Другие вангали, что я превращусь в бродягу, промотаю все накопления и в итоге буду ночевать не в автодоме, а на улице. Для многих сама мысль потерять карьеру, социальное признание и надежный доход казались важнее и страшнее любых приключений. Но были и те, кто, конечно, смотрел на это иначе. Они мне говорили и писали: ты наконец-то живешь ради себя. Смотришь на мир своими глазами, а не через окно офиса или экрана ТВ. Ты получил свободу, спокойствие, природу. У тебя каждый день будет другим, в отличие от нас. Ты увидишь места, о которых раньше только мечтал. И, если честно, я сам до сих пор разрываюсь между этими двумя точками зрения. С одной стороны, да, я потерял многое из того, что люди считают символами успеха. Там должность, деньги, комфорт, статус. Но с другой, я нашел то, о чем многие мечтают, но не решаются. Ночевать у горного озера, встречать рассвет в зеленом лесу, снимать свои фото и видео для души, еще получать за это деньги. И знаете, я не уверен, правильно ли это выбор с точки зрения общества, но для себя я точно знаю одно. Я горжусь этим шагом. Горжусь не только, что доехал, понятно, тут ничего сложного нету, сел за руль и поехал. А то, что решился, конечно, на это все. Все риски, которые я учел. Самое главное для меня, наверное, было почувствовать вот сейчас, что когда эта цель достигнута, такая маленькая цель вроде бы, да, если мы говорим про большое путешествие, но для меня это было первое такое путешествие. И я рад, что оно мне не надоело. Я рад, что я не выдохся, я не сгорел, я там не скучаю по комфорту, по какому-то, по обычной жизни. Сколько, казалось бы, я всего увидел. Залазил на горы, спускался в пещеры, купался в реках, озерах изумрудных, кристально чистых. Встречал восходы, закаты, в общем, очень много всего было. Животные разные, люди. Казалось бы, я ловлюсь на мысли, что меня переполняет вот вся эта информация, вся эти эмоции, все эти чувства. И уже нету места для новых. Думаю, остановись, слушай, перевари хотя бы это. А сейчас вот сижу и думаю, хочу еще, не могу остановиться. Те, кто путешествует так или по-другому, наверное, вы меня поймаете. А те, кто этого не делает и боятся того, что это может надоесть, не бойтесь, это не надоедает. Это только толкает все больше и больше меня на какие-то новые приключения, на какие-то новые места. И я теперь понимаю людей, которые вот живут так там 5-10 лет, не могут остановиться. Я их понимаю, начинаю понимать. Может, не до конца еще. И, возможно, мой конфетно-букетный период, он еще пройдет. И будет еще хуже гораздо ситуации, как кроме тех, которые у меня уже были. И разочарование, возможно, будет, и выгорание. Но сейчас я так не чувствую. Сейчас я чувствую, что были сложности, были трудности. Я их успешно преодолевал. Я двигался вперед. Вы меня поддерживали всю эту дорогу, ребята. Вам огромное за это спасибо. Были те, кто сомневался. Я надеюсь, я помог вам эти сомнения чуть-чуть развеять, чуть-чуть придать уверенности. И в себе тоже, и во мне. Сейчас буду двигаться на юг, в сторону Орегона и дальше Калифорния, где потеплее, уже будет зиму там перезимовать. Я люблю зиму, я люблю снег, обожаю кататься на сноуборде, обожаю просто гулять по снежному лесу, поэтому думаю, буду делать какие-то вылазки на север, но такие, чтобы короткие, потому что вэн все-таки не предназначен для зимних условий, чтобы прямо жить в зиме. Но буду пробовать, буду смотреть, как что будет получаться. Вот такие, друзья, дела.
Очень, конечно, неожиданно приятно было по дороге встретить Лену. И то, что она присоединилась к моей компании, была большая помощь, конечно, моральная. Мне стало легче, когда рядом появился такой же энтузиаст, как я, даже еще больше. И мое одиночество, мои мысли были скрашены вот такой чудесной компанией. Встанем с утра, говорила она. Пойдем на хайк, говорила она. Я люблю хайкать. Я готова хайкать весь день. Гора! Какая? Ты идешь, и там гора. Где? Вон, Покажи. наверху. Вон, смотри. Ну, С покажи. ледничком. Гора. Вот это гора. Давай. Мам, тренер. А сзади меня. И Леночка догоняет. Нас не догонят. Так, дорогі друзі, ми тепер у українському ресторані в Вашингтоні. І тут певна смачна вода, найкраща смачна вода. І тому що ми вельми бідні, цю воду ми і будемо їсти сьогодні. Так що, Лена, віншую тобі з твоїм днем народженням. Будем. О, дуже гарна вода. Так где? Плюс 10 килограмм. Что немножко эксперимент, так сказать, нарушило по тому, смогу ли я адекватно один продержаться вот полгода. Но учитывая, что это было последние только 3 недели, а до этого я как-то справлялся с одиночеством сам, я думаю, что можно сказать, в принципе, что эксперимент был удачный. Я объездил много стран, видел много людей, общался с разными людьми. И я понимаю, что люди – это продукт среды, обстоятельств. Мы быстро меняемся, мы быстро меняем сторону, мы быстро меняемся от озлобленных и жестких к добрым и открытым, в зависимости от того, есть у нас страхи, нет у нас страхов, есть уверенность в завтрашнем дне или нет. Поэтому, что меня немножко задело, вот на моем канале очень много в последнее время, особенно с появлением Лены, было такого хейта, какого-то, не знаю, зависти, может быть, наоборот, осуждения какого-то. В основном люди просто, видимо, вот как я чувствую, выливали, когда им представился повод, все, что у них внутри наболело, накипело от жизни, от ситуации, от среды токсичной, в которой, видимо, многие живут, от безысходности, от безнадёги. Я это все понимаю и вообще никого не осуждаю, ни на кого не обижаюсь. Но просто это мне в очередной раз демонстрирует, особенно вот на контрасте с теми людьми, которых я встречаю в путешествии, которые всегда добрые, открытые, готовые помочь, что человек, к сожалению или к счастью, не то чтобы очень высокоморальное и духовное существо, или есть вот добрые люди, там есть злые, а мы просто вот какой-то компьютер такой, очень сложный, в который вот что загрузишь, то и получишь на выходе. И это, с одной стороны, вселяет надежду, что каким бы человек ни был злым или подлым, помести его в хорошую среду, обогрей, внуши уверенность в какой-то завтрашнем дне, и он поменяется, он раскроется. В каждом из нас, да, помните, сидят два волка, вот которого кормишь, тот и вылазит наружу. Так что не отчаивайтесь, ребят, те, кто также сталкивается с такими людьми. У меня как бы вопросы такие более глобальные встают вообще, а куда мы катимся как человечество? И я думаю, что никуда мы не катимся, а просто живем такими, какими нам позволяет среда жить в данный момент. Очень мало людей могут абстрагироваться
от обстоятельств, от среды, от внешней какой-то вот этой вот оболочки, которая на тебя давит, информационная, социальная, и быть собой. Большинство из нас все-таки поддаются влиянию, меняются, подстраиваются. Ничего там плохого нету, это мы просто люди. Как там пел Веня Дыркин? Люди хоть и люди, тоже люди. Надо любить людей, надо любить друг друга, и тогда мы сами будем менять и быть ответственны за свою среду. Не ждите, пока кто-то вам эту среду изменит. Сами меняйтесь, ребят. Меняйте друг друга, делайте добрые дела. Потихонечку, изнутри, из центра себя распространяйте это тепло, эту доброту. Создавайте свою оболочку информационную, социальную, духовную. Как вот сотовая связь, да? В одном месте человек изменился, в другом, в третьем, в четвертом. И круг вокруг него начинает меняться. Вот так я вижу наше будущее. Когда мы перестаем надеяться на кого-то вокруг, на правительство, на религии, какие-то социальные рамки, которые нам с годами вдалбливали, просто вбивали. А начнем сами меняться, менять то маленькое окружение вокруг нас, наполнять его добром, светом. И эти волны просто разойдутся. Разойдутся они по всему нашему обществу, по всей стране, по всему миру. И изменят его изнутри. Вот это было бы здорово. И я в это верю. Когда-нибудь мы проснемся. А пока-пока. Буду стараться со своей стороны вот эти лучики добра вам нести своими путешествиями, делиться красотой этого мира, чтобы даже в суровую зимнюю пору из серого окна многоэтажки вы не забывали, какой этот мир может быть прекрасный, какой этот мир может быть добрый. Стоит только захотеть. Спасибо всем вам за то, что вы оставались со мной эти полгода. До новых встреч!